Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на мое следующее видео, посвященное изучению языка программирования C++. И тема этого видео — это перегрузка функций. Давайте откроем редактор, перейдем в директорию соответствующую и откроем файл. Вот, и первым делом давайте, знаете, немножечко мысленно перенесемся к уроку просто про функции, да, и вспомним, как мы, в принципе, их объявляем. Здесь я, конечно, рассчитываю, ребят, что вы уже достаточно бодро ориентируетесь в синтаксисе там объявления, определения функций, вызова и прочих базовых нюансах, которые были вам предоставлены мной в уроке про функции. Вот, и смотрите, давайте сразу, наверное, объявим какую-то самую простенькую функцию. Обычно я предпочитаю брать что-нибудь типа функции, которая просто суммирует два числа. Соответственно, объявим у нее два параметра типа integer value 1, integer value 2. И она просто их складывает, возвращает сумму этих значений. Вот. Но смотрите, что такое перегрузка функций? Это когда мы хотим воспользоваться одним и тем же идентификатором, но в разных ситуациях. То есть мы хотим пользоваться им по-разному. Предположим, что мы хотим получить функцию sum, которая суммирует не только два числа, не два числа, а допустим 3 числа. И C++ позволяет нам это сделать за счет этого самого механизма перегрузки функции. Ой, виноват. То есть мы объявили третий параметр функции, и по сути мы получили как бы второй вариант нашей функции с ровно таким же идентификатором. То есть теперь, после того, как мы перегрузку эту объявили, мы вольны вызывать нашу функцию sum как с двумя аргументами, да? Сейчас мы прямо это проверим. Так, запустим нашу программу. Что-то я крупнее не сделал, ребят, давайте вот так вот. Скомпилировал, запускаем теперь программу. И видим, что отработал наш вызов функции, именно ее варианта, с двумя параметрами. Но теперь, так как мы объявили перегрузку, мы вольны использовать и с тремя параметрами эту функцию. То есть, опять же, я пересоберем, запустим и видим, что у нас... да, виноват, я ошибся, ребят. Давайте добавим сюда все-таки третий параметр. А то у нас получилось, что наша перегрузка не складывает третий параметр. И по сути делает то же самое, что и функция с двумя параметрами. Вот, теперь мы видим, что мы сделали вызов нашего второго варианта функции именно с тремя параметрами. Все они внутри тела функции были сложены, и результат функция нам вернула. То есть смысл в том, что перегрузка позволяет вам создавать с одним идентификатором разные варианты функции. То есть вплоть до того, что мы можем определить, например, даже типы поменять. То есть, скажем, вообще... Ну ладно, здесь пока не будем, давайте так, пускай возвращает int, это будет тот же sum, но предположим, у него вообще есть какой-то параметр bool, который мы назовем flag, и также два value, банально, да. И внутри тела этой функции мы проверяем flag, и допустим, в случае, если мы имеем flag true, то она нам корректно считает все и возвращает сумму этих двух переменных. А в противном случае, допустим, если этот флаг не true, но мы такую спекулятивную немножко ситуацию, конечно, я тут рассматриваю, то мы вообще получим грязный эффект, то есть мы даже не вернем. Ну, вообще это, конечно, не совсем правильно. Вот, ну хорошо, давайте, допустим, скажем, спекулируем до конца, что у нас помимо сложения этих переменных, они еще там на 2 умножатся. Ну, понятное дело, что это дурацкая функция, вряд ли нам такая потребуется, но просто, чтобы вы понимали смысл, что перегрузка может быть любая, то есть мы можем поменять и типы параметров. То есть, видите, мы... Виноват, я вызываю опять то же самое. Давайте теперь передадим булевую переменную, да,
логического типа, тоже назовем и флаг, передадим сначала переменную равную true. Еще раз соберем программу, запустим ее и видим, что в случае, когда мы передали уже в качестве аргумента нашу булевую переменную, у нас вызвалась наша функция, перегруженная третий ее тип, то есть именно которая имеет в качестве первого параметра булевую переменную, и в качестве второго, третьего, соответственно, целочисленные переменные типа integer. И в этом случае мы проверили внутри эту переменную, она действительно у нас true, и поэтому нам функция вернула результат просто как сумму двух наших следующих параметров, да, то есть value 1 и value 2. А если мы сейчас поменяем значение нашей переменной на false, ну уже понимаете, да, что произойдет, то есть у нас внутри тела функция отработает уже else, и поэтому у нас значение будет в 2 раза больше. Но смысл даже не в этом, что там внутри этой конкретной функции происходит, а скорее в том, что мы можем этих перегрузок сколько угодно объявлять, мы можем менять количество параметров, мы можем менять типы этих параметров. И у нас в случае, когда мы будем обращаться к идентификатору этой функции, ну тут у нас сам, да, идентификатор, и в зависимости от того, какие типы и какое количество параметров мы будем передавать в качестве аргументов этой функции, у нас будет вызываться соответствующая перегрузка функции, соответствующий ее вариант. И смотрите, можно менять, то есть все, можно менять не только типы параметров, можно менять и возвращаемое значение. То есть давайте вообще возьмем, что у нас тут будет void, а если что, void мы... Вообще, конечно, тип void стоит отдельно с вами разобрать, это очень интересный, так скажем, тип. Но пока что воспринимайте его, я уже, кажется, в базовом видео про функции говорил про это. Если у функции стоит тип void, то функция просто ничего как бы не возвращает. И, как правило, это говорит о том, что она имеет так называемый грязный эффект, а чаще всего это какой-нибудь print в консоль, ну или что-то типа того. Вот давайте предположим, что у нас функция sum наша, то есть следующую перегрузку пишем для нее. Она имеет такой же набор параметров, как это. Ой, сейчас виноват. Нет, если такой же, то не получится. Давайте, знаете, схитрим немного. Сейчас, знаете, как сделаем? Мы просто немножечко поменяем их местами. Я думаю, этого будет достаточно. То есть учитывается даже позиция, то есть все типы, все проверяется. И в данном случае мы опять будем проверять наш флаг, но теперь мы будем print делать сразу внутри. То есть мы прямо в самой функции проверяем наш флаг и возвращаем, соответственно, value 1 плюс value 2. А в противном случае, если флаг false, то мы возвращаем, ну, ту же ерунду, которую мы писали, допустим, на 2 эту сумму умножаем. Но функция у нас теперь как бы ничего не возвращает, она имеет просто принты в себе. И поэтому, когда мы ее попытаемся вызвать, соответственно, чтобы вызвать именно этот вариант перегрузки нашей функции, да, мы должны сначала передать два целочисленных аргумента и потом уже передать нашу булевую переменную. И в этом случае мы убедимся, что вызовется именно эта перегрузка. Оп, выводим, то есть, ну, понятно, что print мы сами не делаем. Если мы получили print, то, соответственно, естественно, у нас отработала наша функция, которая имеет внутри print. Потому что в противном случае можете, смотрите, сейчас поменять, убрать здесь флаг и поставить его в качестве первого аргумента. Мы уже print не получим. Виноват, что это? Какой-то бизон, блин. Кто ты? Вот. Мы уже print, запустив нашу программу, не получаем, потому что в функции main мы print удалили, да, у нас просто вызывается функция, а вызывается уже в данном случае, когда булевая переменная стоит именно первой в качестве аргументов параметра, да, вызывается вот эта перегрузка, где булевая переменная именно первая, да, а когда мы передавали ее в качестве последнего параметра, то вызывалась именно вот эта перегрузка, где bool стоит уже последним, соответственно, параметром. И у этой функции нету типа возврата, она сама сразу печатает, нам складывает и печатает либо просто сумму переменных, либо удвоенную сумму переменных.
Вот, ребят, то есть все, в принципе, перегрузка не супер сложная тема, просто немножко потренируйтесь, посоздавайте разные перегрузки функций, разные ее варианты, поймите, то есть прям попробуйте все, во-первых, запомните, что может быть произвольное количество аргументов, то есть вы меняете количество, ну, параметров, я имею в виду при объявлении функции, да, и варианта перегрузки, меняете количество параметров, это уже как бы другой вариант перегрузки, неважно, уменьшаете вы это количество или увеличиваете, меняете тип параметра, тоже перегрузка как бы меняется. Меняете возвращаемый тип, тоже, то есть это другой вариант перегрузки уже будет, то есть не забывайте об этом. Все, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Если вам нравится мой контент, который я делаю, то поставьте мне, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, бейте обязательно в колокольчик, потому что я буду делать еще больше контента, ожидайте. Добро пожаловать в комментарии, если есть какие-то замечания, адекватная критика или, может быть, пожелания, пожалуйста. Также напоминаю, что я еще стример, и ссылочку на мой Twitch канал вы можете найти в описании под последними моими видео на YouTube. И еще раз спасибо за просмотр, удачи вам в обучении и пока.